Добрый день, с вами Инна, компания Мой Мерсин. Мы с вами сегодня находимся в районе Давул-Тепе, буквально в 300 метрах от Средиземного моря. Буду показывать вам квартиру 3+1, большую квартиру 3+1 с отдельной кухней, с отдельной гостиной, с двумя хорошими балконами. По сути, эта квартира четырехкомнатная, можно сказать, после капитального ремонта, то есть здесь вам уже не нужно ничего доделывать, додумывать, все готово, все подготовлено, вам остается купить мебель и технику. Очень хорошая внешняя инфраструктура, все в пешей доступности, до центра Мерсина буквально минут 15 езды. Поехали. Мы с вами поднялись на этаж. На этаже у нас две квартиры, лифт имеется. И вот такая вот небольшая прихожая нас с вами встречает в квартире. На полу ламинат. С этой стороны у нас встроенный шкаф весьте угловой с выдвижными ящичками, с полочками и вешалка для верхней одежды. И давайте теперь пройдем дальше, посмотрим, что у нас есть. Вот такой вот длинный коридор с спотами, сенсорными освещениями. И первое помещение — это у нас гостевой санузел, обычный унитаз, мойка и шкафчик под мойкой. В квартире делался ремонт, и санузлы в том числе тоже ремонтировали. Далее заходим. Второе помещение — это общий санузел. И обратите внимание, какая она глубокая и просторная. Очень хорошая душевая зона. Лейка тоже есть. Инсталляция, мойка, шкафчик под мойкой. И с этой стороны еще такой большой шкаф, где можно будет, вернее, нужно спрятать стиральную машинку снизу. И сверху шкафчик для моющих средств. Вот такой вот, тоже довольно глубокий. Проходим далее. Первая спальня. Первая спальня — это, скорее всего, детская комната. Также на полу ламинат, стены свежепокрашены, спот есть. Все чистенько, аккуратненько. Имеется окно с москитной сеткой, кстати. И хочу сказать, что здесь комната для одного ребенка вполне достаточно места. На двоих будет, конечно, чуть-чуть сложновато, но на одного очень даже неплохо. Вторая спальня, это уже родительская спальня, она побольше, светлая, просторная, за счет окон много света здесь. Также на полу ламинат, есть куда поставить, допустим, кровать, шкаф, я не знаю, туалетный столик. И с этой спальни у нас имеется выход на балкон. Здесь балкон у нас более технический, можно сказать, но тем не менее он не маленький. Вот такой хороший балкон. На полу и на стенах поклеены плитки свежие, такие новые плиточки светлые. За окном у нас открывается вид на лимонные сады и на соседний блок, на соседний комплекс. Далее за лимонными садами у нас видно горы. А теперь давайте пойдем посмотрим, что еще есть в этой квартире. И третья спальня, тоже детская спальня, но она побольше, чем первая детская. Здесь уже можно спокойно разместить двоих детей. Вот так можно кровать, вот так можно кровать поставить на двоих, допустим. Или же вот так две кровати, с этой стороны шкаф. То есть где развернуться. Также свежепокрашенные стены, на полу ламинат, имеется окно с видом на лимонные сады и на школу имам Хатыба. Проходим далее. Кстати, двери тоже все заменены. И это крашеная МДФ, как я вижу, с неплохой фурнитурой. Белые двери без ничего. Далее у нас следующее помещение — это уже гостиная. В данном проекте гостиная у нас отдельно от кухни. И обратите внимание на эту квадратуру. Вот такая вот глубокая гостиная, много света за счет окон. На полу ламинат, стены покрашены. Очень много места здесь, то есть вы можете спокойно здесь разместить и большой диван, два кресла, или с этой стороны диван, там два кресла.
Здесь тоже такой закуточек есть, где вы можете, я не знаю, расположить какую-нибудь рабочую зону, допустим. Квадратура позволяет. С гостиной у нас имеется также выход на балкон, и этот балкон у нас уже основной, но давайте мы туда с вами зайдем уже с кухни. И переходим на кухню. Мы вернулись в прихожую и теперь заходим в кухню. Кухня, как я и ранее говорила, отдельная. Здесь уже на полу у нас плитка, светлая плитка. Мне очень нравится, что они сделали светлую плитку. И кухонный гарнитур тоже в светлых тонах, комбинированная с черными полосочками, элементами. То есть каменная столешница, она у нас литая, с бортиками, то есть без каких-либо силиконов. Супер удобно, то что будет все чистенько, аккуратненько, всегда без этой полоски с плесенью. Ниши под технику подготовлены, под холодильник тоже ниша есть. И да, посмотрите еще, обратите внимание на эти верхние шкафы. Они сделаны под потолок. Высоко, с моим ростом тем более, но тем не менее нету ощущения, что кухонный гарнитур обрубленный. То есть и очень много, кстати, места для хранения. В принципе, шкафчиков много, выдвижных ящичков тоже много с доводчиками. С этой стороны тоже полочки. И на кухне также имеется окно небольшое такое, двойной стеклопакет с видом на соседние территории. И с этой же кухни у нас уже имеется выход на балкон, тот же балкон, куда можно было выйти с гостиной. Здесь уже более основной балкон, то есть при желании можно будет ее застеклить и сюда вынести, допустим, столовую зону. И у вас будет полноценная столовая комната, там приготовили, сюда вынесли, сели, пообедали, поужинали, как говорится. За балконом у нас открывается вид на лимонные сады, на горы. С этой стороны вы можете увидеть, что стоит школа имам Хатыба, средняя и старшая школа имам Хатыба. Далее с этой стороны вы можете увидеть, что там много машин разъезжается. Это трасса D400, то есть основная трасса. А за этой трассой у нас за небольшим лесом находится Средиземное море с прекраснейшим песчаным пляжем и пологим заходом. Помимо этого, вот на этой ближайшей параллельной улице и возле трассы D400 находится большое количество маркетов, как сетевых, так и частных, кафешек, то есть очень хорошая внешняя инфраструктура и транспортная развязка. На этом у меня все. Мы с вами просмотрели квартиру 3+1 в районе Давул-ТП. Квартира после капитального ремонта, все чистенько, аккуратненько. Вам остается купить мебель, технику, расположиться и все. Больше вам ни с чем не нужно будет заморачиваться. Два хороших балкона, комплекс газофицированный, у соседей газ уже активный, то есть вы себе тоже можете подключить газ и проживать в данной квартире круглогодично. До моря примерно, скажу, 300 метров с хорошей, как я и говорила, инфраструктурой. Так что я думаю, эта квартира стоит вашего внимания, тем более, что на нее на данный момент очень хорошая цена. Она у нас сейчас на срочной продаже. Так что поспешите, не упустите. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в Мерсине.